Без обрыва нити. Можно связать любой размер. Салфетка, дорожка или даже скатерть. Все видео этого мастер-класса вы найдете по ссылке в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. Всем привет, мои дорогие, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. Вязал я эту салфетку крючком 1,75 мм. И вот такой пряжей. Это бразильская марка пряжи, стопроцентный мерсеризованный хлопок, в этом моточке 500 метров и почти 150 граммов. Ну, грубо говоря, в 50 граммах этой пряжи 170 метров. Но вы можете вязать абсолютно любой хлопковой пряжей и подходящий под вашу пряжу крючком. В ширину один такой квадратик, один такой мотив 6 сантиметров. И по диагонали почти 9 сантиметров. Ширина обвязки 6 сантиметров. Рядов в самом мотиве всего лишь 3, а в обвязке 6 рядов. По завершении работы все свои салфетки я всегда блокирую. Как я это делаю, вы можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео. Но можно и просто во влажном состоянии хорошо в разные стороны растянуть вашу салфетку, дорожку или скатерть, чтобы все петельки встали на свои места. И уже затем с изнаночной стороны просто отпарить ее утюгом, распрямляя ее руками и придавая форму. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком», потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно набрать цепочку из 8 воздушных петель и соединить ее в кольцо. Для этого я беру вот так нить, кладу на пальцы, вставляю крючок под нить и прокручиваю по часовой стрелке. У меня здесь образуется вот такая петля. И теперь в эту петлю мы протягиваем рабочую нить. Вот так у нас сейчас 2 петли на крючке получается. И протягиваем. То есть вот у нас получается такой узелок, и мы его затягиваем. И теперь провязываем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. И теперь эти 8 воздушных петель соединяем в кольцо. Вот так крючок вставляем в самую первую петлю и провязываем соединительную. Все, вот у нас получилось колечко. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 8 столбиков с 2 накидами и между ними по 5 воздушных петель. Выполняем 4 воздушные петли подъема, как первый столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4. Это первый столбик с 2 накидами. Теперь выполняем еще 5 воздушных петель, как арка между столбиками. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок. И в это кольцо мы провязываем столбик с 2 накидами. Вот этот хвостик можно ввязывать, прятать под столбиками сразу. И провязываем столбик с 2 накидами. Арка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок. И в это кольцо провязываем столбик с 2 накидами. Опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И таким образом провязываем в кольцо всего 8 столбиков с 2 накидами и между ними по 5 воздушных петель. Вот 3 столбика мы уже провязали, то есть вместе с воздушными петлями подъема. 1, 2, 3. Еще 5 столбиков провязываем и между ними по 5 воздушных. Итак, провязали 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Последние 5 воздушных петель. И теперь соединяемся в 4-ю воздушную петлю подъема соединительной петлей. 1, 2, 3, 4. Вставляем крючок и провязываем соединительную. Вот так. Таким образом наш первый ряд завершен. И вот этот хвостик я вот так вплетал под столбиками. Вот он у меня здесь кусочек остался. Его сейчас можно обрезать. Теперь приступаем ко второму ряду. Выполняем в следующую арку, сразу которая идет, соединительную петлю.
И сейчас в эту арку нам нужно провязать 9 столбиков с одним накидом. Первый столбик мы заменяем 3 воздушными петлями подъема. Вот первый столбик. Еще в эту арку провязываем 8 столбиков с накидом. Накид. И в арку провязываем столбик с накидом. Раз. Два. Три. 4, 5, 6, 7 и 8 столбик. То есть всего с воздушными петлями подъема 9 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Затем сразу же после последнего столбика мы выполняем 2 воздушные петли и в следующую арку столбик без накида. 2 воздушные. В следующую арку 9 столбиков с одним накидом. Но я здесь уже провязывать не буду. Тут все просто. Сейчас провязываем 9 столбиков, столбик без накида. 9 столбиков, столбик без накида. И так чередуем. И между вот этими 9 столбиками и тут столбиком без накида у нас вот так 2 петли и 2 петли. То есть сейчас 9 столбиков провязали, 2 петли, столбик без накида, 2 петли. 9 столбиков, 2 петли, столбик без накида, 2 петли, 9 столбиков. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, подходим к завершению второго ряда. Вот что у нас получается. После последних 9 столбиков я выполнил 2 воздушные петли. В самую последнюю арку мы выполняем столбик без накида по рисунку. 2 воздушные. И соединяемся в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. То есть, грубо говоря, с самым первым столбиком. Вот так. Теперь приступаем к третьему ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид, столбик с одним накидом в каждый из следующих 4 столбиков. Раз, два, 3, 4. В следующий столбик выполняем столбик с одним накидом. Накид в следующий. Накид в следующий, накид и четвертый столбик. То есть вместе с воздушными петлями подъема мы провязали 5 столбиков с одним накидом. Теперь выполняем 5 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. Сюда же в этот же столбик, где мы провязывали последний, выполняем столбик с одним накидом. И теперь провязываем столбик с одним накидом в каждый из следующих 4. Раз, два, 3, 4. Накид. И провязываем 4 столбика подряд. Вот такой у нас здесь получился уголок. Затем сразу же, без всяких воздушных петель, в следующий столбик без накида, то есть арки 2 петель мы пропускаем, мы провязываем столбик с накидом, 3 петли, столбик с накидом. Выполняем накид. И в столбик без накида провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные. И столбик с одним накидом сюда же, в этот же столбик без накида. Далее сразу же выполняем столбик с одним накидом в каждый из следующих 5 столбиков. То есть вот арки мы пропускаем и раз, два, 3, 4, 5 провязываем столбики с одним накидом. Раз, два, 3,
4 и 5 столбик с одним накидом. Затем выполняем вот этот уголок, 5 воздушных петель. И провязываем столбик с одним накидом сюда же, в этот же столбик, в последний, который мы провязали. И затем столбик с одним накидом в каждый из следующих 4. Раз, 2, 3, 4. Затем столбик с одним накидом в следующий столбик без накида. И тут у нас, по идее, должно быть 3 воздушные петли и столбик с одним накидом сюда же, в этот же столбик без накида. Но мы сейчас будем провязывать следующим способом. То есть обратите внимание на схему. Чтобы нам вязать безотрывным способом, нам нужно сейчас уже начать вывязывать следующий мотив. Но так как мотив вяжется из центра, с самого начала, нам нужно все его столбики по всей его длине, всего мотива, всех рядов, нам нужно сейчас заменить воздушными петлями. И нам нужно сейчас провязать 23 воздушные петли. Откуда мы взяли эти 23 воздушные петли? Вот первые 2 воздушные петли мы берем из арки, которая у нас должна быть сейчас между столбиками. Мы бы должны были сделать 3 воздушные петли и сделать столбик в этот же столбик без накида. Но мы сделаем только 2 воздушные петли, потом другие 2 воздушные петли. Это они нам заменяют 2 воздушные петли между этими столбиками уже следующего мотива. Потом еще плюс 3 воздушные петли. Это столбик с одним накидом, который у нас должен был быть. Затем еще 1 воздушная петля. Это как столбик без накида. Затем еще 3 воздушные петли. Это 3 петли из арки, которая у нас должна быть из 5 воздушных петель в самом начале, которые мы провязывали между столбиками с 2 накидами. Затем еще 4 воздушные петли. Это мы заменили столбик с 2 накидами. И последние 8 воздушных петель — это самое первое начальное кольцо. То есть мы, провязав эти 23 воздушные петли, заменили вот эту всю высоту, все столбики и воздушные петли вот этого мотива. Таким способом можно вязать любые мотивы. Главное посчитать, сколько воздушных петель нужно провязать, чтобы заменить все столбики в данных рядах любого мотива. Но в данном мотиве, посчитав вот эти все столбики и воздушные петли, которые нам нужно заменить, всего нам нужно сделать 23. Итак, сейчас провязываем 23 воздушные петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это 20 и еще 3 петли. Раз, два, 3. Теперь отсчитываем 8-ю воздушную петлю от крючка и соединяем ее соединительной петлей в кольцо. Отсчитываем от крючка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот она, 8-я петля. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Все верно. И вот в 8-ю петлю от крючка мы вставляем крючок и провязываем соединительную петлю. То есть вот мы сделали начальное кольцо нашего мотива. Теперь мы, по идее, должны сделать первый столбик с 2 накидами. Но мы уже здесь его сделали. То есть нам нужно соединительными петлями сейчас сделать вот в 4 петли следующие. Это будет столбик с 2 накидами, самый первый. Выполняем соединительную петлю в следующую петлю. Это 1. В следующую 2, в следующую 3 и в следующую 4. Это вот мы провязали в кольцо. Вот он, наш первый столбик с 2 накидами. Теперь мы вот это забываем, что у нас там болтается. И у нас по схеме
Между столбиками с двумя накидами идут арки по 5 воздушных петель. То есть сейчас выполняем 5 воздушных. Раз, два, три, четыре, 5. В это кольцо, в наше самое первое, провязываем столбик с двумя накидами. Опять 5 воздушных. Раз, два, три, четыре, 5. Столбик с двумя накидами опять в это же кольцо. То есть, грубо говоря, это вот начало нашего мотива. Вот как мы здесь уже вязали. Сейчас провязываем самостоятельно всего 8 столбиков. То есть, вот смотрите, мы первый уже сделали, второй и третий. Еще 5 столбиков с двумя накидами в это кольцо, и между ними по 5 воздушных петель. Итак, вот мы провязали 8 столбиков. Считаю вместе с вами вот раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Между ними по 5 воздушных. Теперь нам нужно выполнить последнюю арку из 5 воздушных петель. Но мы делаем не 5 воздушных петель, а 2 воздушные петли. Потому что уже в эту цепочку мы включили 3 воздушные петли из этих нам нужных 5. То есть мы сейчас выполняем 2 воздушные петли. Раз, два. Берем нашу вот эту большую цепочку. Вот так поворачиваем к нам лицом, чтобы нам легко было считать. И здесь сейчас внимательно смотрим. Вот тут мы проходили соединительными петлями. И здесь вот у нас идет следующая свободная петля. От нее считаем вот раз, два. И вот она третья. Мы в нее вставляем крючок в эту третью петлю и провязываем соединительную. Вот так, вот таким образом мы заменили нашу последнюю арку из 5 воздушных петель. Теперь выполняем соединительную петлю еще в следующую воздушную петлю. Смотрим здесь внимательно на наши цепочки. Вот у нас идет следующая воздушная петля, мы в нее вставляем крючок, провязываем соединительную. То есть это мы сделали столбик без накида, который у нас по схеме должен быть вот столбик без накида в арку. После столбика без накида у нас идет по схеме 2 воздушные петли. И в следующую арку мы провязываем 9 столбиков с одним накидом. Накид. Вот он наш вот этот самый первый такой толстый столбик, который получился. И после него в эту арку провязываем 9 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 воздушные петли. В следующую арку столбик без накида. Опять 2 воздушные. В следующую арку 9 столбиков. То есть провязываем сейчас таким образом ряд вот до конца, вот до сюда. И здесь я вернусь и покажу. Итак, вот провязали второй ряд нашего второго мотива. Я выполнил последние 9 столбиков с одним накидом. Здесь по рисунку у нас идут 2 воздушные петли. И мы соединяемся с первым столбиком без накида. В нашем случае вот здесь видно. Вот мы выполняли 2 воздушные петли, которые у нас по рисунку идут. И вот она, такая петля здесь. Она видно побольше. Мы в нее вставляем крючок и выполняем соединительную петлю. Вот так мы завершили второй ряд. То есть по сути здесь у нас как будто столбик без накида и вот по 2 петли по краям. Теперь приступаем к третьему ряду второго мотива. Нам нужно сделать 3 соединительные петли в следующие 3 воздушные петли. Вот смотрим здесь внимательно в следующую свободную воздушную петлю. То есть вот здесь видно, что мы тут уже соединялись. Вот она следующая. Раз, два, 3. Выполняем следующую. Раз, два,
3. Разворачиваем. Вот так, то есть мы здесь как будто бы сделали столбик с одним накидом. То есть у нас в столбик без накида идет что? Столбик, 3 петли, столбик. Вот мы один столбик сделали. После этого столбика мы провязываем наш вот здесь уголок, то есть 5 подряд столбиков с одним накидом в следующие столбики. Накид, арку 2 петель мы пропускаем и пошли вязать 5 столбиков. Раз, 2, 3, 4 и 5. Здесь у нас по схеме должна идти арка из 5 воздушных петель, но у нас уже есть один мотив, нам с ним нужно соединиться. И мы выполняем не 5 воздушных петель сейчас, а 2 воздушные петли. Раз, 2. Берем вот так, чтобы у нас были изнанка к изнанке мотивы. То есть если вот так лицо и так лицо. И в третью воздушную петлю, вот у нас в углу здесь было 5 воздушных, и мы в третью выполняем соединительную. То есть вот смотрим здесь раз, два, вот она третья. Мы в нее вставляем крючок, елки-палки, вот так, и провязываем соединительную. Теперь еще 2 воздушные петли, раз, два, и продолжаем вязать наш мотив. Накид, столбик с одним накидом сюда же, в этот же столбик. Затем столбик с одним накидом в каждый из следующих 4. Раз, два, три, 4. Вот так. То есть вот что у нас здесь получается. Вот так. То есть вот мы соединили здесь сейчас наши вот так 2 мотива. Затем здесь после этих столбиков у нас сразу же идет в следующий столбик без накида у нас по рисунку. Столбик с накидом, 3 петли, столбик с накидом. Столбик с одним накидом в столбик без накида, который 3 петли, раз, два, 3, столбик с накидом сюда же, в этот же столбик без накида. И затем мы вот так вот вяжем по кругу весь этот ряд. Если вам дальше мотивы не нужно вязать, то вы сейчас провязываете вот до сюда, и дальше в видео я покажу, как мы здесь вот просто это все дело обвязываем. Но я сейчас довяжу вот до сюда, и я буду провязывать еще один мотив. То есть я продолжаю. У меня идет сейчас 5 подряд столбиков с одним накидом. Раз, два, 3, 4, 5. Арка из 5 воздушных. Раз, два, 3, 4, 5. Накид. Столбик с накидом сюда же, в этот же столбик. Затем 4 подряд столбика у нас идет с накидом. Затем в следующий столбик без накида у нас по идее должно быть столбик с накидом, 3 петли, столбик с накидом, но я провяжу только один столбик с накидом. И теперь также по схеме, вот как мы вот здесь делали, мы сейчас провязываем 23 воздушные петли. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отсчитываем 8-ю петлю и соединяемся в кольцо. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Вот она 8-я. Раз, два, 3, 4. Раз, два, 3, 4. И в 8-ю петлю соединяемся в кольцо. Теперь
Провязываем столбик с 2 накидами первый, то есть для этого мы выполняем 4 соединительные петли, в следующие 4 воздушные. Раз, два, три, 4. Первый столбик с 2 накидами готов. Теперь выполняем арку из 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. 2 накида на крючок и в кольцо провязываем столбик с 2 накидами. 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. Столбик с 2 накидами в это же кольцо. Все самостоятельно провязываем всего 8 столбиков и между ними по 5 воздушных. Итак, провязали всего 8 столбиков. Считаю: раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Нам остается выполнить последнюю арку, но мы ее выполняем следующим образом. То есть мы выполняем не 5 воздушных петель, а 2 воздушные петли. И в третью воздушную петлю соединяемся соединительной. То есть вот смотрим, здесь у нас следующая идет раз, два, вот она третья. Мы в нее выполняем соединительную. Вот таким образом мы заменили нашу последнюю арку. Дорогие мои, мне очень нужна ваша поддержка в виде лайка, комментария и обязательно проверьте подписку на канал. Я стараюсь снимать все больше новых и интересных мастер-классов. А еще хочу напомнить, что у нас с вами в Instagram есть свой хэштег «Вяжу с Дуду», для того, чтобы вы могли показать мне фотографии работ, что у вас получаются по моим мастер-классам. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд. До скорого!